Приветствую. А что если все, что вы знали об этом месте, было неправдой? Давайте разберемся вместе. Приятного просмотра. Ноябрь 2024 года. Сотрудники Каспийского филиала Института океанологии имени Ширшова разбирают очередной снимок со спутника и находят на нем то, чего нет ни на одной карте. В 30 километрах к юго-западу от Малого Жемчужного на поверхность вышла песчаная банка. Новый остров. Высшая точка около 1,20 м над поверхностью. Через 3 месяца, в феврале 2025-го, средняя отметка уровня Каспия оказалась на 29,5 метра ниже уровня Мирового океана. Ниже, чем когда-либо за всю историю инструментальных наблюдений. Самое большое замкнутое море планеты отступает от собственного побережья и вытаскивает наружу то, что прятало столетиями. 13 историй, каждая подтверждена документом, датой и именем. Прежде чем мы спустимся к первой находке, 3 вопроса, ради которых имеет смысл досмотреть до конца. Первый. Почему Каспий уходит и вернется ли он? Здесь наука расколота надвое. Одна группа специалистов уже объявила о стабилизации, другая считает, что к концу столетия отметка упадет еще на 9-18 метров. Я покажу обе позиции и объясню, откуда взялся такой разброс. Второй. Что море оставляет на осушенном дне? Крепость 13-го столетия, оборонительную линию 6-го, поселок на стальных сваях и секретный объект, к которому 40 лет не подпускали никого ближе 3 километров. Третий. Кому принадлежит море, которое делит 5 государств, если береговая линия каждый год сдвигается на десятки метров? Ответ на этот вопрос дороже нефти, и мы дойдем до него. Теперь про то, почему именно здесь скопилось столько всего. Каспий – бесточная впадина площадью около 370 тысяч квадратных километров, лежащая ниже уровня океана. 3 части, 3 разных мира. Северный Каспий – почти лужа, глубина 5-6 метров, меньше 1% всего объема Каспия. Средний – треть. Южный – котловина с максимальной отметкой 1025 метров, где сосредоточены 2/3 всей массы. На дне Южного Каспия круглый год держится сероводород, и там ничего не гниет так, как гниет в кислороде. Сверху – история. Сасанидские гарнизоны, ширваншахи, хазары, арабские географы, купцы из Астрахани, нобелевские танкеры, советские секретные заводы, буровые платформы 5 государств. Каждый что-то ронял, топил или строил прямо в воде. И теперь, когда море отходит, все это выступает наружу, по частям, без предупреждения, в самых неудобных местах. Тайна первая. Вода, которая уходит. Регулярные измерения уровня Каспия ведут с середины 19 столетия, и весь этот график похож на кардиограмму. В 30-е годы 20-го столетия отметка держалась около минус 26 метров. С 40 по 77 море теряло в среднем по 4 сантиметра в год и опустилось еще на метр с лишним. В 1977 году приборы показали ровно минус 29 метров. Самая низкая отметка за последние 400-500 лет. Тогда в проектных институтах всерьез обсуждали, чем спасать умирающее море. Переброской северных рек, перекрытием заливов, чем угодно. А дальше случилось то, чего не ждал никто. С 78 по 95 Каспий пошел вверх по 13 сантиметров в год в сумме на 2,5 метра, до минус 26,5. Затопило дороги, дачные поселки, часть промысловых построек. Проекты спасения отправились в мусорную корзину. С 96-го маятник качнулся обратно. С 96 по 2023 минус 8 сантиметров в год. В сумме 1,83 м. Дальше пошло ускорение. И вот тут начинается самое неприятное. С 2005 по 2019 падение шло темпом около 8 сантиметров в год. С 2020 по 2024 темп вырос почти втрое, до 22,7 см ежегодно. Отдельные годы после 2021 дали до 30 см. В 2024 отметка была минус 28,99 метра. Летом 2025 море ушло ниже минус 29, то есть перебило рекорд 77-го. Зимой того же года зафиксировали минус 29,4 и почти столько же было в январе 2026. Что это значит в километрах, а не в сантиметрах?
За 30 лет уровень упал на 2,3 метра, а водная поверхность сократилась по разным подсчетам на 24-28 тысяч квадратных километров. Это площадь Сицилии, целый остров средиземноморского размера просто перестал быть морем. В Северном Каспии, где дно пологое, отступление считают не метрами, а километрами. Практически перестал существовать Аграханский залив, а остров Чечень соединился с Аграханским полуостровом, и островом быть перестал. Тот самый новый участок суши у Малого Жемчужного, с которого мы начали, не единственный. На карте этих мест нет и в ближайшие годы не будет, картографы просто не успевают. На бумаге эти цифры выглядят абстрактно, портовики видят их иначе. Порт Актау и порт Курык в Казахстане, через которые проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут, тот самый, что связывает Центральную Азию с Азербайджаном и дальше с Европой, вынуждены вести дноуглубление постоянно, просто чтобы принимать корабли с прежней осадкой. Каждый упавший сантиметр уровня оборачивается тысячами кубометров грунта, которые нужно вынуть и куда-то деть. На российской стороне картина не легче. Волго-Каспийский судоходный канал, единственный выход из дельты Волги в открытое море, требует непрерывной чистки, и обсуждение того, продолжать ли дноуглубительные работы, упирается в простую арифметику. Стоимость работ растет, обмеление продолжается, а грузопоток за ними не поспевает. Море мельчает быстрее, чем земснаряды успевают копать. Судоходство на Каспии держится не только на танкерах и контейнерах. Здесь паромные линии, рыболовный флот, снабжение морских платформ и рейсы на острова. Когда уровень падает на метр, из расписания уходит часть маршрутов. Теперь про причины, и здесь придется быть честным. Волга дает Каспию основную часть притока, по разным оценкам от 80 до 90%. Суммарный годовой сток рек в море сократился на 42 кубических километра, из них 32 забрала Волга. Вторая версия – испарение из-за потепления. И тут американская исследовательская группа, опубликовавшая работу в профильном журнале по наукам о Земле, выдала цифру, от которой стало неуютно. Рост испарения объясняет не более 37% от общей потери в 630 кубических километров. Оставшиеся 63% приходятся на фактор, который пока не определен. Добавьте к этому парадокс. Осадков в бассейне Волги становится больше, прирост превышает 11 мм в год. Дождя больше, а море мельче. Ученые до сих пор не могут объяснить, куда уходит разница. И отсюда расхождение прогнозов, которое я обязан показать целиком, потому что вам его обычно не показывают. Главный научный сотрудник Института океанологии имени Шершова Андрей Костянов, работавший со спутниковыми данными при поддержке гранта Российского научного фонда, оценивает возможное падение к концу столетия в интервале от 2 до 21 метра. Работа в профильном журнале издательской группы Nature дает 9-18 метров и сокращение площади Каспия на 23-34%. А главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов в апреле 2026 заявил прямо противоположное. Уровень пришел к равновесному состоянию после 2 десятилетий снижения. Катастрофического падения на 30 метров не будет, впереди этап стабилизации. Астраханский специалист Петр Бухарицын и вовсе прогнозировал, что к началу 30-х годов Каспий снова пойдет на подъем. Разброс между упадет на 21 метр и начнет расти отражает реальное состояние науки на сегодняшний день, и спорят здесь не дилетанты в комментариях, а профильные институты. Кто прав? И почему 2500 тюленей выбросило на берег за считанные дни, я вернусь к этому в самой последней тайне, потому что там все связано. Секунду. Я редко вот так вылезаю, но тут надо. Если вам зашло, подпишитесь. Для вас это один клик, а для меня очень важно. Все, продолжаем. Тайна вторая. Крепость, которая ушла под воду. Бакинская бухта, район Баилова. В 350 метрах от Бакинского побережья на скалистом основании в 1235 году при Ширваншахе Фарибурзе III построили укрепление. Длина 180 метров, средняя ширина 35. По периметру полукруглые башни, 6 с востока, 5 с запада. Кладка из местного камня. Снаружи сплошной резной пояс с надписями и изображениями. Сооружение известно под добрым десятком имен. Сабаильская крепость, Шихри-Саба,
Шихри-Нау, подводный город, караван-сарай, Баиловские камни. Уже по одному этому списку понятно, что назначение постройки не определено по сей день. В начале 14 столетия крепость исчезла. Наиболее распространенная версия связывает это с сильным землетрясением 1306 года на юге Каспия и одновременным подъемом уровня Каспия. С этого момента и до начала 18 столетия сооружение находилось под водой полностью. 400 лет. Ни один человек не видел его целиком. Когда уровень падал, на поверхность выходили верхушки башен, и бакинские рыбаки говорили о городе на дне. Море законсервировало кладку. Вода хранит лучше, чем суша, особенно соленая вода без течения. Первая научная экспедиция спустилась к крепости в 1861 году. Со дна подняли 4 каменных блока с надписями, те самые Баиловские камни. Дальше подъем шел десятилетиями, и счет поднятым блоком пошел на сотни. На них арабская и персидская вязь, фигуры людей, животные, геометрический орнамент. Часть текста читается как перечень правителей династии Ширваншахов, часть не читается вообще. Никто не знает, что означают отдельные знаки, и это не фигура речи, а честная позиция специалистов по эпиграфике. Камни разошлись по музеям. Сегодня их можно увидеть в Музее истории Азербайджана и в комплексе дворца Ширваншахов в Баку. Спор идет до сих пор. Одни исследователи видят в постройке военно-оборонительный форпост, прикрывавший подходы к городу с морского направления. Другие – таможенный и караванный пункт, где грузы перегружали с кораблей. Третьи – загородную резиденцию правителя. Аргумент за резиденцию – качество резьбы. Так не украшают склад. Аргумент за форпост – башни и толщина кладки. Аргумент за караван-сарай – расположение точно на морском пути. И ни одна версия не закрывает остальные. Сооружение по-прежнему находится под водой, ныряльщики опускаются к нему при спокойной погоде, а полноценных подводных раскопок здесь не проводили десятилетиями. Что еще лежит под слоем ила у самого центра 3-миллионного города? Крепость под Баку не единственное, что забрал Каспий. Дальше на север лежит объект, который старше ее на 7 столетий, и он тоже уходит в море. Тайна третья. Залив, который выпили. Восточное побережье Каспия, Туркменистан. Кара-Багаз-Гол, залив, соединенный с морем узким проливом. Площадь в полноводные периоды доходит до 18 тысяч квадратных километров. Максимальная глубина – около 10 метров, средняя – примерно 7, объем – 130 кубических километров. Поверхность залива лежит примерно на 1,5 метра ниже поверхности Каспия, поэтому вода идет в него самотеком и уже не возвращается, испаряется. Соленость доходит до 310 граммов на литр, как в Мертвом море. Причина – Глауберова соль, мирабилит, ради которой здесь с 20-х годов 20-го столетия ведут промышленную добычу. До 1929 года через пролив уходило порядка 26 кубических километров морской влаги в год. Когда в 70-е уровень Каспия покатился к историческому минимуму, виновного нашли быстро. Логика была простой. Залив выпивает море, значит, залив надо перекрыть. В марте 1980-го пролив закрыли глухой земляной перемычкой. Результат наступил быстрее, чем рассчитывали проектировщики. Без притока залив, лишенный рек, начал испаряться сам в себя. К концу 1983-го площадь ужалась до 1000 квадратных километров, объем до 0,2 кубического километра. Глубина упала до величин от 10 до 30 сантиметров. Соленость подскочила до 380 граммов на литр. К 1984-му Кара-Багаз-Гол практически высох. И вот здесь начинается самое странное. На месте залива образовалась соляная пустыня, площадью с небольшое европейское государство. Ветер поднимал соляную пыль и разносил ее на десятки километров, засоляя почву на побережье. Пастбища выгорали, люди, жившие на побережье залива, получили пыльные бури с химическим составом, который никто не планировал. Уже в сентябре 1984-го в теле перемычки пришлось строить водопропускное сооружение и подавать в залив около 1,5 кубических километров в год, чтобы хоть как-то удержать добычу мирабилита и прибить пыль.
В июне 1992 перемычку разрушили полностью. В 93-95 в залив хлынуло от 37 до 52 кубических километров в год. К 96-му котловина заполнилась и приток снизился до величины, которую диктует испарение. А теперь самое горькое во всей этой истории. Перемычку строили, чтобы остановить падение уровня Каспия. Море начало подниматься само с 1978 года, за 2 года до того, как насыпь замкнули. То есть залив осушили ради задачи, которая к моменту завершения работ уже решилась без человека. Сегодня маятник качнулся обратно, море снова падает, и в долгосрочных прогнозах Карабагаз-Гол идет первым в списке того, что высохнет. Ждать ли, что кто-то снова возьмется за лопату? И главное, кто вообще имеет право принимать такие решения по морю, которые делят 5 государств? Держите этот вопрос в голове, к 12-й тайне он вернется в полный рост. Тайна 4. Стена, которая уходит в море. Дагестан, Дербент. Между отрогами Кавказа и берегом Каспия остается узкий проход шириной около 3 километров – Каспийские ворота. Через него шли все – скифы, гунны, хазары, арабы, монголы. В VI столетии при сасанидах проход перекрыли 2 параллельными стенами, идущими от цитадели Нарынкала вниз, к воде. Расстояние между линиями от 350 до 400 метров, протяженность каждой около 3,5 километров. Толщина кладки местами превышает 3 метра. Дербентская крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и туристов сюда возят автобусами. Только автобусы останавливаются там, где стена кончается на суше. Она на суше не кончается. Северная линия уходит прямо в воду и продолжается под ней. Подводные обследования показали, остатки кладки прослеживаются в море примерно на 270 метров от нынешней береговой линии. Строители 6-го столетия не возводили укрепления по дну, они строили по суше. Значит, 1500 лет назад отметка уровня Каспия была ниже нынешней, а то, что сейчас дно, было берегом. Море пришло позже и накрыло часть оборонительной линии вместе с башнями. Доказательство лежит рядом с кладкой и выглядит буднично. Черепки. Вдоль этой линии на суше археологи находили обломки крупных античных амфор, вкопанных в грунт. В них держали питьевой запас на случай осады. Затем такие же черепки подняли со дна вдоль подводного продолжения кладки. Осадные запасы не хранят на морском дне. Эта деталь и стала аргументом, который трудно оспорить. Специалисты спорят о том, насколько далеко уходила стена изначально и сколько башен скрыто под илом. Но сам факт затопленной части не оспаривает никто. Дербент не единственный порт, который проиграл морю. На южном побережье, в устье Гаргана, находился торговый город Абаскун, известный по трудам арабского географа Истахри, работавшего в X столетии. Море настолько прочно ассоциировалось с этим портом, что на Руси Каспий называли Абескунским морем. Около 1304 года, по сообщению автора по имени Наджати, из-за подъема уровня море затопило порт. Город, давший имя целому морю, исчез под ним же. А в дельте Волги ищут другую пропажу – Итиль, столицу хазарского каганата 8-10 столетий. Точное место не установлено. С 2000 года основной кандидат – городище Самозделка в Астраханской области, где под Золотоордынским слоем и слоем города Саксин лежит поселение хазарского времени, около 6000 фрагментов керамики, монета конца 8 столетия, лировидная пряжка 10-го, развалы кирпича, который мог остаться от дворца. Часть археологов считает вопрос решенным, часть – нет. Кто был прав, узнаем не скоро. И сколько еще городов лежит на осушенном дне, просто дожидаясь своего снимка со спутника. Напишите в комментариях, какая из находок на осушенном дне Каспия произвела на вас самое сильное впечатление. Мне интересно сравнить ваши впечатления с тем, что я еще расскажу. Тайна 5. Единственное млекопитающее Каспия. Каспий отрезан от Мирового океана. Ни один кит сюда не заплывет, ни один дельфин. И при этом здесь живет морское млекопитающее – каспийский тюлень, он же каспийская нерпа. Один вид, больше никого.
Взрослый зверь редко превышает 1,5 метра в длину, окрас серый с темными пятнами, зимует на льду Северного Каспия. Именно на льду он и щенится, детеныш рождается белым, и первые недели жизни ему нужна твердая ледовая площадка. Нет льда – нет приплода, а теплых зим на Северном Каспии становится все больше, и ледовый покров держится все меньше. Как этот зверь вообще попал в замкнутый водоем – отдельная загадка. Ближайшие родственники живут в Арктике и на Байкале, и вопрос о путях расселения не закрыт. Теперь цифры, и приготовьтесь, они не сойдутся. В начале 20-го столетия численность каспийского тюленя оценивали примерно в 1 миллион особей. Сегодня оценки расходятся в 4 раза. По данным одних организаций, от 270 до 300 тысяч. По данным Каспийского природоохранного центра, около 70 тысяч. Наиболее надежной считается съемка в российской и казахстанской акватории Северного Каспия, которая дала около 262 тысяч животных. Разница между 70 тысячами и 300 тысячами – это разница между вид на грани и вид под угрозой. Причина расхождения прозаична. У каждого прикаспийского государства своя методика учета. Единой межгосударственной системы мониторинга нет. Специалисты, работающие с этим видом, говорят об этом открыто и настаивают на единой системе. В 2008 году вид получил международный охранный статус вымирающего. Отдельная строка в этой истории – промысел. На протяжении 20-го столетия каспийского тюленя добывали промышленно, ради жира и шкуры, артелями, с выходом на лед. Специалисты, разбирающие причины падения численности, ставят чрезмерный промысел в один ряд с болезнями, видами-вселенцами, загрязнением и гибелью животных в рыболовных сетях. Сегодня зверь занесен в Красную книгу России, а профильные эксперты предлагают присвоить ему первую охранную категорию, то есть официально признать вид, находящимся под непосредственной угрозой исчезновения. Вторая строка – лед. Каспийский тюлень щенится только на льду Северного Каспия, и другого роддома у него нет. Теплая зима означает не просто неудобство. Детеныш оказывается в воде раньше срока и чаще всего погибает. При этом Северный Каспий мелеет, ледовый покров держится все меньше, а само мелководье, где лед встает, отступает вслед за береговой линией. Круг замыкается. Падает уровень, сжимается мелководье, сокращается лед, падает приплод. И это происходит одновременно с тем, что описано выше. Теперь про то, как они умирают. Май-июнь 2000 года. На побережьях 4 государств собрали около 30 тысяч туш. Только в Казахстане более 10 тысяч, где ничего подобного до этого не видели. Причиной назвали вирус чумы плотоядных, ту самую собачью чумку, которую тюлени, по одной из версий, получили от волков, выходивших на лед охотиться. Декабрь 2020-го. Более 300 туш на дагестанском побережье. Май 2021-го. Еще 170. Ноябрь 2024-го. 112 туш в Туб-Караганском районе Казахстана. Их нашли инспекторы рыбоохраны. В 2025-м около 500 особей на побережьях нескольких государств. И отдельной строкой декабрь 2022. Побережье под Махачкалой превратилось в кладбище. За считанные дни насчитали более 2500 туш. По одной из оценок, это около 5% всей современной популяции. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что в тканях животных обнаружены изменения, характерные для кислородного голодания, и основной версией назвали удушье при выбросе природного газа со дна. Еще в 2021-м специалисты заявляли, что около 90% погибших до этого тюленей умерли от асфиксии по той же причине. Море, которое душит собственных обитателей выбросом газа со дна, официальная версия федерального ведомства, а не страшилка для превью. Как такое возможно? Что именно происходит там, на дне? Ответ в 13-й тайне, самой последней. Обещаю, дойдем. Тайна 6. Город на сваях и человек, который не ушел. 42 километра к востоку от Апшеронского полуострова. Посреди открытого Каспия каменная гряда, едва выступающая над поверхностью. Черные камни. 24 августа 1949 года бригада бурового мастера Михаила Каверочкина начала здесь бурить скважину прямо в море, с деревянного основания, собранного на затопленных судах.
7 ноября того же года скважина дала фонтан. Около 100 тонн нефти в сутки. Гряду переименовали. С этого дня она называется «Нефтяные камни». По-азербайджански «Нефть дошла». Дальше произошло то, чего до этого не делал никто в мире. С 1951-го пошла промышленная разработка. В 1952-м начали строить эстакады, соединяющие отдельные искусственные металлические платформы в единую сеть. Основания насыпали, затапливая старые корабли. По бакинским публикациям среди них оказался и «Зороастр», первый в мире нефтеналивной танкер, построенный для товарищества братьев Нобель в 1878 году. Судно, которое перевернуло мировую логистику нефти, легло в фундамент города, выросшего посреди Каспия. К пику развития общая протяженность эстакад доходила до 350 километров. На сваях появились пятиэтажные общежития, школа, хлебозавод, парк с настоящими деревьями, привезенными на баржах вместе с грунтом. Представьте себе автобус, идущий по дороге, под которой 100 метров до дна. Море такого не прощает. В 1956-м двухдневный шторм разнес часть эстакад. Тогда погибли 22 нефтяника. После этого настилы подняли на высоту 11 метров над водой, чтобы волна проходила снизу. Это помогло не всем. 21 ноября 1957 года на Каспии поднялся шторм такой силы и продолжительности, какой случается раз в столетие. Бригада Каверочкина работала на морском основании. Радист на берегу принимал его доклады. По воспоминаниям тех, кто был в радиорубке, голос бурового мастера оставался спокойным до конца. Он передал, что люди переходят к вышке и привязываются к ней, чтобы их не смыло в море. Это было последнее сообщение. Основание не выдержало и ушло под воду. Вместе с Михаилом Каверочкиным погибли члены его бригады: Сулейман Багиров, Николай Дуплихин, Ибрагим Садыгов, Мамед Мурадов, Бала Мирзоев и другие. Мастеру было 53 года и 1 день. Он умер на следующий день после собственного дня рождения. За 7 лет до этого, в 1950-м, ему присвоили звание Героя социалистического труда за ту самую первую морскую скважину. Он мог уйти на берег, в контору, в преподаватели. Он остался на вышке. Люди, видевшие все это своими глазами, в большинстве своем уже умерли, и рассказ держится на архивных документах и воспоминаниях, записанных бакинскими историками. Сегодня нефтяные камни – крайняя восточная точка Азербайджана и действующий поселок городского типа. Около 400 скважин продолжают давать нефть, по публикациям до 5 тонн в сутки с каждой. Но значительная часть эстакад, построенных при СССР, проржавела и обрушилась. Коррозия, шторма, отсутствие денег на поддержание всей сети. Часть построек ушла под воду. Город на сваях медленно возвращается морю, то, что у него отобрали. Сколько в итоге стоила эта нефть? Тайна 7, 8 цех. Дагестан, город Каспийск. Если выйти на побережье и посмотреть в море, в 2 километрах 700 метрах от суши видна серая бетонная громада без окон. Ни причала, ни дороги, ни таблички. Про этот объект молчат путеводители, и до недавнего времени его не было ни на одной открытой карте. Это 8 цех завода «Дагдизель», испытательная станция морского оружия, построенная прямо в открытом море. История начинается в 30-е годы. Возле поселка Двигатель-Строй развернули строительство секретного машиностроительного завода номер 182, который должен был выпускать подводное оружие и корабельные дизели. Один из пристрелочных цехов впервые в отечественной практике решили разместить не на берегу, а в море, чтобы торпеды шли по чистой трассе без помех. Проектированием руководил инженер Александр Дезорцев, получивший образование в Европе и успевший построить в СССР крупные гидротехнические сооружения, плотины и электростанции. Строительство начали в 1934-м, сооружения сдали в эксплуатацию в 1939-м. Цифры этой постройки впечатляют инженеров и сегодня. Стены уходят вниз на 14 метров.
толщина 1,5 метра. Наблюдательная вышка поднималась на 42 метра над водой. Огромное железобетонное основание собирали в котловане на берегу, а затем выводили в море и затапливали на точке. Внутри проводили испытания морского оружия, в том числе парогазовых торпед. По всем правилам, такая конструкция не должна была простоять в агрессивной морской воде и полувека без ремонта. Она простояла 80 с лишним лет. В апреле 1966-го объект списали с заводского баланса, оборудование демонтировали, людей вывели. С тех пор 8-й цех заброшен, ржавые лестницы, пустые галереи, гулкие залы, вода, гуляющая по нижним ярусам. Место обросло легендами про 1000 погибших на стройке заключенных, про затопленные вместе с оборудованием секретные лаборатории, про подземный ход к берегу. Скажу прямо, потому что уважаю вас как зрителей. Документального подтверждения ни одной из этих историй нет. Есть подтвержденное другое. Уникальная инженерная работа и то, что она заброшена. В ночь с 15 на 16 апреля 2025 смотровая вышка не выдержала. 42 метра бетона рухнули в море из-за многолетнего отсутствия ремонта и непогоды. Символ Каспийска потерял свою главную деталь. Сколько ему осталось? Тайна 8. Черная икра. Каспий – родина осетровых. По разным оценкам, здесь сосредоточено от 80 до 90% мировых запасов этой группы рыб. Белуга, русский осетр, севрюга, шип, стерлядь. Белуга – крупнейшая проходная рыба северного полушария. Известны экземпляры весом более тонны, доживавшие до глубокой старости. Эта рыба старше динозавров, как группа, и пережила все, кроме 20-го столетия. Первый удар нанесла не сеть, а бетон. Осетровые нерестятся в реках, поднимаясь высоко вверх по течению. Плотины гидроузлов на Волге отрезали большую часть исторических нерестилищ. Рыба упирается в стену и разворачивается. Второй удар – промысел и браконьерство. Оценки нелегального вылова расходятся, но самое осторожное говорит о том, что нелегальная добыча кратно превышает легальную, а по одной из публикаций – в 35 раз. Третий удар – загрязнение, нефтяные разработки, неисправные подводные трубопроводы и общее изменение условий в море. Дальше пошли запреты. Промысел белуги в бассейне Волги закрыли в 2000 году, русского осетра и севрюгу в 2005. С 2012-го все прикаспийские государства ежегодно продлевают моратории на коммерческий промысел осетровых, устанавливая нулевые квоты на коммерческий вылов и вывоз продукции. 20 с лишним лет запретов, и вот результат, от которого становится нехорошо. С 2012 по 2024 в российской акватории Северного и Среднего Каспия биомасса белуги уменьшилась в 11,6 раза, русского осетра в 2,6, севрюги в 4. Запрет действует, а рыбы становится меньше. Самая тяжелая деталь принадлежит специалисту Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Анатолию Богачеву. Белуга не нерестится в Волге с 2009 года. Естественного воспроизводства у этого вида в реке фактически нет. Все, что осталось – искусственное разведение. Рыбоводные заводы выпускают около 38,5 миллионов мальков осетровых в год. По оценке того же специалиста, выпускать нужно примерно в 10 раз больше. По его же расчетам, при полном искоренении браконьерства восстановление займет от 7 до 50 лет, в зависимости от вида. 50 лет – это 2 поколения людей, которые не увидят дикую каспийскую белугу. А теперь перейдем к тому, о чем говорить тяжелее. У осетровых отобрали не только нерестилища, но и еду. Кто именно это сделал? Расскажу через одну тайну. Тайна 9. Каспийский монстр. 1966 год. На Каспий выводят аппарат, которому нет аналогов ни у кого в мире. Официальное название – КМ – корабль-макет. Разработка конструкторского бюро Ростислава Алексеева. Длина 92 метра, размах крыла 37,6 метра, максимальная взлетная масса 544 тонны. На тот момент это самый тяжелый летательный аппарат на планете. Машина не плывет
и не летит в привычном смысле. Она идет на экранном эффекте, на подушке уплотненного воздуха между крылом и водной поверхностью, на высоте нескольких метров со скоростью в сотни километров в час. Дальше начинается сюжет, который сложно придумать. Американская разведка получает спутниковые снимки Каспия и видит на них нечто с самолетным крылом, идущее по воде быстрее любого корабля. Классифицировать объект не получается. Для судна слишком быстро, для самолета слишком низко и слишком тяжело. В западных публикациях за аппаратом закрепляется прозвище, которое переживет саму машину – «Каспийский монстр». Заметьте, имя дали не конструкторы, его дали те, кто не понял, что видит. Испытания шли 15 лет, до 1980-го. Еще в 1969-м первая машина потерпела аварию. В густом тумане пилот потерял визуальный горизонт и на большой скорости ударился о воду. В 80-м произошла вторая авария. Снова ошибка пилотирования. Экипаж успел спастись, сам аппарат несколько суток дрейфовал и затонул в Каспии. Крупнейшая летающая машина 20-го столетия лежит на дне закрытого Каспия, и подъем ее никто никогда всерьез не планировал. У истории есть продолжение. По проекту 903 построили «Лунь», единственный в мире боевой экраноплан-ракетоносец. Взлетная масса 380 тонн, размах крыла 44 метра, вооружение 6 пусковых установок противокорабельных ракет прямо на верхней палубе. Машину собрали на заводе «Волга» в Горьком. В 1986-м передали Каспийской флотилии, испытания и эксплуатация завершились в 1991-м. Дальше почти 3 десятилетия аппарат находился на военно-морской базе в Каспийске и медленно ржавел. 31 июля 2020-го его повели морем в Дербент, в парк «Патриот». Буксировка заняла 14 часов. 3 буксира, 2 катера сопровождения, около 40 человек личного состава. Вытащить машину полностью на сушу понтоны не позволили, и она осталась на мели у побережья. Там она и находится по сей день, под открытым небом, без ангара, без крыши. Лежит и ждет. Чего именно, этого не знает никто. Тайна 10. Существо, которое съело море. Я обещал рассказать, кто отобрал еду у осетровых и тюленя. Знакомьтесь, гребневик мнемиопсис, прозрачный студенистый комок размером с ладонь, без мозга, без сердца, без единой кости. Родина – прибрежные воды Западной Атлантики. В 80-е годы 20-го столетия он попал в Черное море с балластной водой торговых кораблей и устроил там экологическую катастрофу. В 1999-м его зафиксировали в Каспии. Путь лежал через Волго-Донской канал, тот самый, которым гордились как инженерным достижением. Дальше арифметика, от которой у биологов холодеют руки. У мнемиопсиса в Каспии нет естественных врагов, тут просто некому им питаться. Он гермафродит, размножается стремительно, выдерживает широкий диапазон солености и температуры, питается зоопланктоном, той самой мелочью, которой кормится вообще все живое в море. Заодно поедает икру и личинок рыб. По оценкам исследователей, вселенец уничтожил до 75% каспийского зоопланктона. Численность кильки после этого рухнула примерно на 60%. Летом 2001 года на побережье Каспия начали выбрасывать мертвую кильку в промышленных количествах. Первая версия была очевидной – эпидемия. Вскрытия показали другое. Рыба не болела, рыба голодала. Кормовая база исчезла из-под нее за 2 сезона. А килька в Каспии – основа пищевой пирамиды. Ею питается тюлень, ею питаются молодые осетровые, на ней держался целый промысел с флотом и заводами. Убрав планктон, прозрачный комок без мозга обрушил всю конструкцию сверху донизу. Тюлень потерял корм. Осетровые потеряли корм. Промысел кильки потерял смысл. Способ борьбы обсуждают 3-е десятилетие, и звучит он как отчаяние. В Черном море численность мнемиопсиса частично сбил другой гребневик – берия, который питается исключительно своим сородичем, и попал туда тем же путем, случайно. Идея вселить берия в Каспий обсуждается 20 с лишним лет. Против – то, что соленость Каспия ниже черноморской, и хищник может не прижиться, и то, что вселение чужого вида ради борьбы с чужим видом уже приводило к катастрофам в других регионах планеты.
В Азербайджане сообщали о первых результатах работы против мнемиопсиса, но говорить о переломе рано. Итог на сегодня простой. Море, которое кормило половину мира черной икрой, подкосило организм, который целиком помещается в ладони и не имеет даже нервной системы. Что еще способно проникнуть сюда по каналам, соединяющим Каспий с Мировым океаном? И почему мы до сих пор считаем каналы только достижением? Тайна 11. Огонь, который не гаснет. Абшеронский полуостров горел задолго до появления здесь буровых вышек. На склоне холма Енардак, горящая гора, природный газ выходит из трещин и горит непрерывно. Полоса пламени примерно в 10 метров шириной, метровой высоты, не гаснущая ни днем, ни ночью, ни под дождем. Об этих огнях сообщал еще Марко Поло. В 30 километрах от центра Баку находится Атешгях, храм огня, возникший в 17-18 столетиях на месте выходов естественного газа. В разное время его почитали зороастрийцы, индуисты и сикхи. В стене сохранились кельи, а на плитах надписи 3 разных религиозных традиций рядом друг с другом. Землю, которая горит сама, люди объявляли священной задолго до того, как научились ее бурить. Бурить научились здесь же. В 1846 году на промысле Биби Эйбот под Баку пробурили скважину глубиной около 21 метра ударным механическим способом по инициативе чиновника Василия Семенова, служившего в администрации Закавказского края. Это на 13 лет раньше знаменитой скважины Дрейка в Пенсильвании, с которой в западных учебниках принято отсчитывать нефтяную эру. Дальше Баку разогнался так, что мир не успевал следить. К концу 19 столетия сюда пришли Нобели с товариществом Бранабель и Ротшильды. С 1899 по 1901 бакинский промысел держал первое место на планете. 84 с лишним миллиона баррелей в год против примерно 67 миллионов у Соединенных Штатов. Половина мировой нефти шла отсюда. Через 100 с лишним лет центр тяжести сместился на север. 30 июня 2000 года скважина «Восток-1» в 80 километрах от Атырау вскрыла Кашаган, крупнейшее нефтяное открытие мира за предшествующие 3 десятилетия. Геологические запасы оценивают примерно в 4,6 миллиарда тонн, извлекаемые при нынешних технологиях около 2 миллиардов. Запасы газа превышают 3 триллиона кубических метров. А дальше проект показал зубы. Продуктивные пласты лежат на глубине около 4 километров 200 метров. Пластовое давление достигает 85 мегапаскалей, а в добываемом сырье содержится до 19% сероводорода. Смертельно ядовитый газ под чудовищным давлением в мелководной северной части Каспия, где зимой встает лед, а рядом главные нерестилища осетровых и лежбища тюленя. Первую нефть планировали получить в 2005-м, коммерческая добыча началась только в 2016-м, после утечек, замены трубопроводов и многолетних задержек. А земля вокруг продолжает жить собственной жизнью. В Азербайджане расположено более 350 грязевых вулканов из примерно 2000 известных на планете. Первое место в мире по количеству и разнообразию. 23 сентября 2018 года взорвался Отман-Боздак, один из крупнейших. 2 выброса подряд, столб на высоту 200-300 метров, а вокруг кратера потом нашли трещины глубиной до 40 метров. Такие вулканы есть и на дне Каспия. Их извержения поднимают со дна островки, которые живут несколько месяцев или лет, а затем размываются волнами и исчезают. Рядом с грязевыми вулканами к югу от Баку находится Габустан, заповедник со скалами, исписанными людьми. Наскальные изображения здесь охватывают, по оценкам исследователей, до 15 тысяч лет истории, от верхнего палеолита до средневековья. Охотники, танцующие фигуры, быки, лошади и лодки. Лодок в Габустане поразительно много, и у многих на носу или на корме высечено солнце. Норвежский исследователь Тур Хейердал приезжал сюда в период с 1981 по 1994 год специально ради этих изображений. Габустанское собрание лодок он назвал древнейшим из известных ему в мире, а Каспийское побережье – колыбелью большой цивилизации. Из сходства форм он выводил связь древних обитателей Абшерона со скандинавским севером. Академическая наука эту гипотезу не приняла.
Но рисунки никуда не делись. Люди, жившие тут тысячи лет назад, ходили по этому морю на лодках и считали нужным высечь это на камне рядом с горящей землей. Земля здесь буквально дышит газом. А что произойдет, если она выдохнет под водой? Запомните вопрос. В последней тайне он сработает. Тайна 12. Море или озеро? Вопрос из школьной географии, за которым стоят миллиарды долларов и границы 5 государств. Если Каспий море, работает морское право. Территориальные воды, шельф, исключительные экономические зоны, свобода прокладки трубопроводов. Если Каспий озеро, международное право предлагает другую логику – совместное использование или деление на равные доли между всеми прибрежными государствами. От ответа зависит, кому принадлежат нефтегазовые структуры на дне и кто вправе тянуть по этому дну трубу. До распада СССР вопрос практически не стоял. Отношения регулировали Советско-Персидский договор 1921 года и Советско-Иранский 1940. Два государства, свобода судоходства и рыболовства по всей акватории. В 91-м на побережье оказались 5 государств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан, и каждое пришло со своим представлением о справедливости. Иран долгое время настаивал на совместном использовании либо на равных долях по 20% каждому. Другие участники исходили из длины собственной береговой линии, при которой доли получаются заметно разными. Спор шел о методике, и обе методики имеют опору в международной практике. Разбирали по частям и не спеша. В 1998 году Россия и Казахстан подписали соглашение о разграничении дна северной части Каспия. В 2001 такое же соглашение заключили Россия и Азербайджан. В 2003 добавилось трехстороннее соглашение по стыку участков. Отдельный застарелый узел, структура, которую Азербайджан и Туркменистан называли разными именами и считали своей, в январе 2021 государства подписали меморандум о совместной разведке и разработке, дав месторождению новое имя – Дастлук, то есть дружба. Главный документ появился 12 августа 2018 года в казахстанском городе Актау на 5-м Каспийском саммите. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана всеми 5 государствами. Формула, к которой пришли, компромиссная. Основная площадь водной поверхности признана морем со всеми вытекающими правовыми последствиями. Каждое государство устанавливает территориальные воды шириной не более 15 морских миль и рыболовную зону еще в 10 миль. За их внешними пределами лежит общее водное пространство, которым пользуются все. Дно и недра делят между собой соседние государства отдельными соглашениями. Магистральный трубопровод по дну можно прокладывать с согласия только тех участников, через чей сектор он проходит. И отдельным пунктом вооруженные силы государств, не входящих в число прикаспийских, на Каспии не присутствуют. Конвенция вступает в силу после сдачи 5-й ратификационной грамоты, и часть правовых баз по-прежнему указывает документ как не введенный в действие. Процесс ратификации разными участниками шел в разные сроки. А теперь то, о чем в юридических комментариях пишут редко. Все отсчеты, территориальные воды, рыболовные зоны, исходные линии привязаны к береговой линии. К той самой, которая за 30 лет отступила местами на десятки километров и продолжает отступать. Договорились о разграничении по берегу, а берег поехал. Что делать с исходными линиями, когда карта под ними меняется быстрее, чем успевают согласовать поправки? Ответа в тексте конвенции нет. И это, пожалуй, самая недооцененная проблема Каспия. Тише нефтяных споров, но с куда более долгим действием. Тайна 13. Море, которому не хватает воздуха. Я обещал вернуться к тому, от чего задохнулись 2500 тюленей. Возвращаюсь. Начать придется со строения самого Каспия. Каспий разделен на 3 части не только на карте. Северная часть – мелководье 5-6 метров глубиной, где содержится меньше процента всей массы и где зимой встает лед. Южная часть – котловина глубиной до 1025 метров, где сосредоточены 2/3 всего объема. Между ними пороги и перепады. Перемешивание по вертикали в глубоких котловинах затруднено.
Теплая опресненная вода лежит сверху, холодная и более соленая снизу, и кислород вниз практически не доходит. В глубоководных впадинах Каспия сероводород фиксируется круглый год. По этой характеристике море попадает в один список с фьордами Балтики, Оманским заливом и придонными слоями Азовского моря. Механизм тот же, что описан в справочниках по гидрохимии. Органика оседает на дно, разлагается без доступа кислорода и вместо углекислого газа дает сероводород. Газ ядовитый для всего, что дышит. Отдельная история – заморы. Заморов в море хватает и без глубин. Летом при прогреве и цветении, зимой подо льдом на мелководье, где кислород выедается за считанные недели, а сверху – крышка. Массовая гибель рыбы от удушья на Каспии случалась не раз и всегда выглядела одинаково – полоса мертвой рыбы по кромке прибоя на километры. Добавьте к этому то, что я просил запомнить в 11-й тайне. Дно Каспия отдает газ, грязевой вулканизм, выходы метана, тектонические подвижки. Здесь все это работает постоянно и не только под сушей. При крупном выбросе метан прорывается через всю толщу и на короткое время формирует у поверхности слой воздуха, непригодный для дыхания. Тюлень всплывает подышать и вдыхает то, чем дышать нельзя. Именно эту версию озвучили специалисты по итогам разбора гибели декабря 2020-го. По их оценке, около 90% погибших тогда животных умерли от асфиксии. Ту же версию назвали основной в декабре 2022-го, когда под Махачкалой собрали более 2500 туш и обнаружили в тканях изменения, характерные для кислородного голодания. На уровне государств тема сдвинулась только в последние годы. В декабре 2024-го правительству России поручили разработать программу мер против обмеления Каспия. В 2025-м о рисках экологической катастрофы публично говорили президенты Азербайджана и Казахстана, а Россия и Азербайджан заявили о подготовке совместной программы спасения Каспия. Пока все это остается на уровне заявлений и поручений работающего межгосударственного механизма, который сводил бы наблюдение 5 государств в одну картину, так и не создано. А каждый год ожидание обходится популяцией тюленя в сотни особей и в очередной минус промысловой статистики. Скажу честно, и то, что мне не нравится говорить. Единой доказанной причины нет. Версии конкурируют. Выброс газа, инфекция, гибель в рыболовных сетях, отравление, комбинация всего сразу. Разные исследовательские группы и разные ведомства называют разные ведущие факторы. Вскрытия делают в разных лабораториях по разным протоколам, а единой межгосударственной системы мониторинга по-прежнему нет. На этом настаивают и ученые, и природоохранные организации. Мы имеем море, которое периодически выдыхает ядовитый газ. Единственное морское млекопитающее, которое от этого гибнет тысячами. 5 государств на побережье и ни одной общей лаборатории, где сходились бы все пробы. Море задыхается, и мы до сих пор не знаем точно от чего. Сколько еще раз побережье превратится в кладбище, прежде чем у 5 государств появится общий ответ? И вот к чему мы пришли. Первый вопрос был про то, вернется ли вода. Честный ответ на сегодня никто не знает. Каспий уже дважды за одно столетие обманул тех, кто строил прогнозы. В 1977-м он упал до минус 29 и должен был умирать, а вместо этого поднялся на 2,5 метра и затопил построенное на осушенном дне. Сейчас он снова у исторического минимума, и одни специалисты обещают падение до 21 метра. Другие говорят о равновесии и стабилизации. Третьи ждут подъема к 30-м годам. Расхождение прогнозов – это и есть главный факт. Море движется по циклам, которые мы до сих пор не научились считать. Новое здесь одно – скорость. И то, что на берегу теперь порт, трубопровод, город и завод, которые двигаться вслед за водой не умеет. Второй вопрос был про то, что море оставляет на осушенном дне. Мы прошли по всему. Сабаильская крепость 1235 года у самого Баку, Дербентская линия 6-го столетия, уходящая под воду на 270 метров, порт Абаскун, давший морю имя и утонувший около 1304 года, Хазарский слой под самосделкой, залив Кара-Багаз-Гол, который осушили ради задачи, решившейся сама собой.
Поселок Нефтяные Камни с 350 километрами эстакад и бригадой, привязавшей себя к вышке 21 ноября 1957 года. 8-й цех «Дагдизель», потерявший свою вышку в апреле 2025 года. Каспийский тюлень, чью численность считают с разбросом в 4 раза. Осетровые, у которых отняли нерестилище, а затем и корм. Экраноплан КМ, лежащий на дне, и лунь, лежащий на мели у Дербента. Грибневик Мнемиопсис, обрушивший пищевую пирамиду целого Каспия. Огни Апшерона и Кашаган с его сероводородом. Конвенция, привязанная к берегу, который уходит. И море, которое выдыхает метан в лицо собственным обитателям. Третий вопрос был про то, кому все это принадлежит. Формально ответ есть. Подписи 5 государств под документом от 12 августа 2018 года. Фактически ответ пишется каждый год заново, вместе с новой береговой линией, новыми островами и новыми километрами суши там, где вчера была вода. Победитель здесь не пишет историю. Историю пишет уровень моря. Какая из этих 13 историй поразила вас сильнее всего? Напишите в комментариях. Если знаете еще, обязательно расскажите, я читаю все. Тот остров у Малого Жемчужного, с которого мы начали, поднялся со дна в ноябре 2024. Он не последний. Каспий продолжает опускаться, и каждый упавший сантиметр вытаскивает наружу что-то, чего никто не искал. Море отдает свои тайны в обмен на воду и расплачивается за этот обмен всем, что в нем живет. Благодарю каждого, кто досмотрел до конца. Для меня это по-настоящему важно. До новых встреч!